Привет, друзья! Привет, любители геометрии! Несложная, быстрая задача в стиле Шортс, но я все равно дам буквы, дам квадрат. А, Б, С, Д построен сектор круга, четверть круга с центром в точке Б и радиусом БС. И вписан, как показано, прямоугольник М, Н, К, Д со сторонами 1 и 2. И нужно найти площадь этого квадрата. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, но в конце я дам две оригинальных задачи в качестве домашнего задания. Это для одаренных и очень одаренных наших зрителей. Поэтому посмотрите ролик до конца. Ну, а мы начинаем. Итак, ну, первое, что сделает большинство, скажет, что поскольку единичка, двоечка – это стороны прямоугольника, а если x сторона квадрата, то продолжив вот верхнюю, скажем, давайте чуть ровнее, верхнюю сторону прямоугольника, мы получим такой длинный прямоугольник с шириной, скажем, единичка, и тогда длина вот этого отрезка будет x минус 1, верно? Верно. Но поскольку длина вот этого отрезка x минус 2, ведь вся нижняя сторона квадрата x, тогда вот этот перпендикулярчик будет x минус 2. Ну и чтобы решить задачу, что остается? Остается просто соединить вершинку B вот, с вершиной прямоугольника. И это радиус, что важно, радиус. А радиус у нас x. Значит, и этот радиус тоже будет x. Ну все, остается применить теорему Пифагора. Я напомню, что мы ищем площадь нашего квадрата, и x минус 2 в квадрате плюс x минус 1 в квадрате равно x в квадрате по теореме Пифагора. X в квадрате минус 4x плюс 4 плюс x в квадрате минус 2x плюс 1 равно x в квадрате. Взаимно уничтожается. X в квадрате минус 6x плюс 5 равно нулю. По теореме Виета обратно единица и пятерочка. X1 равно единице, x2 равно 5. И что нам подходит? Верно, нам подходит r равное x равное 5. Откуда площадь нашего квадрата 5 в квадрате 25. Мы решили эту задачу. 25. Ответ 25. 25. И теперь домашнее задание, как я и обещал. Домашнее задание номер 1 для одаренных. Я планировал вначале дать такую задачу. Ну, потом все-таки дал, которую дал. Дан квадратик, построен этот четвертинка круговая. И известно, что площадь квадрата равна 25, а площадь прямоугольника равна 2. И нужно найти стороны прямоугольника. Ну, скажем, вот ширину его нужно найти. Это номер 1 для одаренных. И для особо одаренных номер 2. Вот. Надо найти отношение площадей, частей квадрата, которые я заштриховал. То есть S1 к S2. S2. S1 к S2. Ну, лично я, наверное, интеграл бы применял. S1 к S2, а я с вами прощаюсь. И, конечно, огромная просьба подписаться на канал, потому что по статистике 70% смотрят без подписки, хотя контент нравится. Это здорово сдерживает развитие канала и, конечно, не так вдохновляет на создание новых задач. Пока, до новых встреч, рад был встретиться. С вами был Валерий Казаков.